Нашумевшая история девочки из клетки продолжает шокировать всю страну. За кулисами ваша дочь, которая хочет вас увидеть. Вы хотите увидеть вашу дочь? Тамара Журавлева, мать, которая оборудовала одиночный карцер в московской квартире для собственного ребенка, встретилась лицом к лицу с дочерью. Они не виделись почти 4 года, с того самого момента, когда Саша сбежала из клетки. Я просто хотела тебе посмотреть в глаза и спросить, зачем 3 года, 3,5 года, зачем? Я очень хотела увидеть свою Славочку. Да, ту самую Славочку, которую ты себе выдумала. Молодец. Девочка из клетки специально приехала в Москву для обследования у светил столичной медицины. Она хочет доказать, психопатоподобный синдром, о котором заявляет ее мать, сфабрикован. А тот ужас, которым жила девочка много лет, не просто выдумки сумасшедшего. В 2014 году меня сбила машина. Моя мама считает, что это как-то влияет на то, что я типа ненормальная. Всю правду о личности Тамары Журавлевой впервые расскажет ее подруга из Австралии. Именно ее сына Тамара обвинила в изнасиловании своей 12-летней дочери. Тамара – человек чрезвычайно жестокий, мстительный и страшный. А приемные родители Саши из австралийского города Перт раскроют настоящие обстоятельства, при которых девочке пришлось покинуть их дом. Ярослава останавливается в нашей семье в конце сентября 2014 года. Она не только своровала многие наши вещи, но также и просто их повыбрасывала. Но главное, девочка из клетки готова сделать сенсационное заявление. Она знает, почему все эти годы была нелюбимой дочерью в семье. У моей мамы была первая любовь. Они провели выходные вместе. Через некоторое время мама узнала, что беременна. Она, по сути, не сказала отцу про то, что это был не его ребенок. Мы провели свое расследование и вместе с Сашей отправились в город Ростов, куда ведет след ее предполагаемого биологического отца. Что скажет этот мужчина, когда впервые встретится лицом к лицу со своей предполагаемой дочерью? Не, мы не будем. В Ростове мы разыскали еще одного мужчину Тамары Журавлевой, который тоже может быть отцом Саши. 3 претендента на отцовство и 1 ДНК-тест, который раскроет секрет. Сможет ли девочка из клетки наконец обрести семью, которая ее полюбит? Сегодня в прямом эфире. Саша Журавлева, она же Ярослава, так назвала ее мама. Саша сменила имя. Девочка из клетки сегодня приехала снова в нашу студию, чтобы ответить на все обвинения матери, которые прозвучали у нас в программе. Встречаем Сашу. Саша, а что чувствовала ты вот тогда, сидя за кулисами, добрый вечер, и слушая рассказ твоей мамы? Ну, конечно, все равно есть разница между тем, чтобы читать про себя грязь, на которую наговаривает на тебя родная мать. Все-таки все равно думаешь, ну, блин, может быть, журналисты как-то подрезали, как-то, не знаю, пересказали, чтобы покруче звучало. Вот. Но потом, когда ты слышишь ее прямую речь в прямом эфире, конечно, мурашки по коже идут. А как ты думаешь, почему все-таки она решила появиться в этой студии в парике? Вот, вы знаете, я не знаю, что происходит у этого человека в голове. Как бы изначально я, насколько поняла, насколько бабушка говорила, насколько говорила она вот тогда вот в коридоре, что она пытается там скрыться, чтобы типа никто не узнал, что она там, чтобы ее не узнали на телевидении и так далее. Хотя я не понимаю тогда, зачем было 3,5 года раздавать интервью, и она и видео записывала, и все. То есть, типа, ну, я немножко не понимаю, честно. Но вот взгляд мамы за эти 3,5 года, когда ты ее не видела, он изменился? Потому что, ну, правда же, она по всем бегала каналам, везде говорила: пропала дочь, ищу, спасите, помогите. Да? Она как собаку бешеную разыскивала, то есть, типа... Следствие. Тайны следствия снова с нами. Сегодня в 21:00 на канале «Россия». Вот, за месяц до совершеннолетия. Вот, потому что я понимала, что если я приеду уже после совершеннолетия, то моя мама, мне будет больше, скажем так, возможностей, да, даже теоретически, лишить меня дееспособности или как-то, ну, через своих знакомых, влиятельных, невлиятельных, вот. В общем, как-то так. То есть поэтому нужно было именно, типа, вот. И когда я приехала, это есть тоже, как бы, все задокументировано, это есть в материалах дела. Меня отправили на экспертизу, которую я успешно прошла и которая показала, что я полностью вменяема. Со мной ездил психиатр, который работает в учреждении, у него опыт больше 30 лет. И как раз вот последний раз, когда она приходила, за 2 дня до моего совершеннолетия, она ругалась с ним, ну, потому что поняла, что уже как бы контроль у нее теряется, что
Она ругалась с ним на полном серьезе, что нет, я лучше знаю, нет, давайте вы у нее искусственно вызовете истерику, и тогда я вызову своих санитаров, я уже обо всем договорилась. Но истерика, если и возникла, то возникла после программы «За кулисами», когда мы уже вышли из эфира. И вот как прошла встреча с бабушкой впервые за 4 года и отцом, которого ты тоже не видела. Они все были тогда на программе в группе поддержки мамы, но были в гримерке. И узнав, что ты здесь, давайте посмотрим, что произошло. Не было клетки, не было клетки, не было. не было. Ты сама признавалась, что она была, и то, что меня не держали хотя бы ночь. Не хочешь это извиниться хотя бы, нет? Не было клетки, клетка это Не было там трехмерное клетки. пространство. Во-первых, была вот такая вот рамка, а не клетка. Была Тебе не перегородка. стыдно, что ты всем... Ты меня отравила, гадина, я чуть не умерла. И вот когда я нашла твой блокнотик, вот с этого началось. И когда я увидела, что там написано, что это самое, яды, я думала, что ты опять стих какой-нибудь написала Да, в твоем домике. Да. В моем домике? Погоди, в каком домике? За клеткой? В котором ты спала, какая клетка, я сейчас убью тебя, гадина. Так ты же говорила, что была клетка. Ты сама говорила, что тебя метом 1 раз запирали. Это было одну ночь, а я спала там 2-3 года спала. Что? И что? Я считаю, что ты несешь такую чушь, что никуда не идет. Ну давайте вот зрители решат, кто несет чушь, а кто не несет чушь. Зрители вообще придумали. 6 лет врешь, нагло врешь, понимаешь? Нагло. А вы не врете, главное, вы хорошие, вы молодцы. Причем врешь, над семью. Я глумлюсь. Да. Это вообще-то не я про вас не рассказывала, то, что вы проститутки, наркоманки, алкоголички и так далее. Так, Славочка, Кто над кем глумится? нет, подожди. У нас есть доказательства. Мне за что извиняться перед своей дочерью. Она Все, ее что я могла, я ей давала более чем сполна. Я тоже слышала больше ответов, чем хотела услышать. Например, то, что ты мне видеть не хотела и так далее. Я, в принципе, подозревала, но услышать это от родной матери все равно больно. Я очень хотела увидеть свою Славочку. Да, ту самую Славочку, которую ты себе выдумала. Молодец. И что получается, что ни бабушка, ни отец, ни кто даже не обнял тебя, да? Вот все было вот на таких повышенных тонах. Ну, получается, вся семья, все члены семьи, которые жили на протяжении этих 3,5 лет с моей мамой, они, естественно, как бы верят тому, в чем она их убедила. То есть моя мама, она очень сильный, очень властный человек, и, ну, подумайте сами, что, получается, на ее стороне, да, инвалид. У меня же папа, он пережил 2 клинических смерти, ему вырезали 3/4 желудка. И первое время, я помню, это случилось, когда мне было 5 лет. И первое время мы его вместе выхаживали. То есть я ему там молочную смесь разводила и так далее. То есть он был больше как вот, ну, вот, младшая сестра, да, я за ней приглядывала. И отец тоже, там нужно было следить, чтобы он поел вовремя, чтобы он таблетки выпил вовремя и так далее. Он даже не вставал. То есть он первое время даже не двигался и, ну, не разговаривал. Как бы сейчас я очень рада, что он хотя бы как-то высказывает, ну пусть не свое, пусть мамино мнение, но хоть как-то он говорит. А так, да, если подумать, то получается она убедила всех, кого она убедила, да, единственных, кого она убедила, это инвалид, маленький ребенок и пожилая женщина, уже, мне кажется, немножко потерявшаяся. Но, тем не менее, вот ты, увидев папу, да, который, как ты говоришь, не имеет собственного мнения и пережил 2 клинические смерти, ты чувствуешь, что он родной для тебя? Или все-таки вот то, что прозвучало в начале программы, ту тайну, которую ты узнала, о том, что, возможно, он не имеет никакого отношения к тебе, поэтому такая холодная встреча? Для меня не имеет значения, в принципе, кто биологически мой отец. Просто для меня это объяснило бы, наверное, то, почему мама ко мне так относилась. Ну, одна из причин, потому что она начала говорить про то, что я там какая-то ненормальная и так далее и тому подобное, ровно тогда, когда когда вот ее тогда арестовали, когда приехала полиция, она меня била головой об перила лестницы, ее арестовали. Вот. И как раз тогда она первый раз рассказала о том, что, может быть, там, типа, у нее там после аварии что-то случилось. Хотя с момента аварии до этого момента прошло 4 месяца. Давайте напомним фрагмент прошлого эфира, как Тамара Журавлева рассказала, каким сложным ребенком была Ярослава, так назвали ее в детстве, и как она пыталась отравить членов семьи. Внимание. Слава отравила меня то ли
таблетки от давления, то ли таблетки снотворные. Я ожидала, что сейчас ребенок типа раскается, признается, скажет: мамочка, я больше не буду, вот я вот сама не знала, как тебе сказать. Она становится, буквально, так сказать, падает на четвереньки и устраивает истерику. Поскольку голова травмированная совсем недавно, вот, а она начинает буквально вот так вот как бы, ну, условно говоря, биться головой о бетон, да, я вот так вот ее прихватила голову, чтобы, когда она била это самое, то она била бетоном, да, о мои руки. Наступило 6 января. Саша с детьми пошел в Битцевский лес с снегокатами. Мы с мамой остались заняться уборкой. Значит, мама в своей квартирке, я, значит, в своей. Мне мама позвонила, говорит: ой, тут я такое. Она очень эмоционально всегда все рассказывает, поэтому я, конечно, испугалась, что там такое случилось. Бегом прибежала к ней. Она мне показывает эти дневники. Это 2 книжки этих было. Действительно, там вещи, от которых волосы становятся дыбом. Самая страшная фраза врезалась в голову, что надо устроить несчастный случай Лильке. Папа за ней побежит, а я в это время могу удрать. Сейчас она раскрутила пиар, сейчас она лихорадит всю семью, сейчас она издевается над Лилечкой, посылает ей кошмарные угрозы и так далее. Она хочет устроить здесь скандал, там, я не знаю еще что. Ты когда-нибудь травила свою бабушку? Нет, ну, то, о чем там говорят, это правда? Я не травила. Давайте начнем с того, что я немножко поясню. Меня сначала придержали неделю, потом ну, за этой решеткой, потом меня отправили в психбольницу. Это как раз было аргументировано тем самым дневником, которого никто никогда не видел ровно до прошлой передачи. И если бы реально что-то было... Я так думаю, что все-таки это правда, потому что, глядя на интервью бабушки, да, видно было, что она не врет, бабушка. Да, она запугана мамой, мама у тебя авторитарная очень. Я на твоей стороне полностью, да, но в этом случае ты немного лукавишь. Скорее всего, дневник был, и я тебя понимаю, почему ты это сделал. Ты хотела убежать из этого страшного ада, который тебе устроила собственная мать. Я вам расскажу про этот момент, что сама книжка, сам дневник был, и там действительно я писала стихи. И, если я не ошибаюсь, была проведена почерковая экспертиза. То есть, ну, как бы, вот то, что вот сейчас на экране, это не похоже на стихи. Саш, ты бабушку свою травила? Вот, насчет этого, понимаете, когда я вернулась из... Нет, вот да или нет? Я не травила ее. Не я травила. сейчас объясню, потому что это действительно важно. Не, ну, опять же, что понимать, да, она просто подсыпала бабушке в чай, чтобы она заснула, и у нее был шанс сбежать. Считать это травила или нет? Не приходило бабушке в голову, мне никогда в жизни не приходило в голову бабушке подсыпать что-то. Да, можно. Вы знаете, мне кажется, что это не очень правильно, что вы сравниваете со своей жизнью, потому что вас не держали в клетке. Да. Поэтому у вас была немножко другая бабушка, и вы сама, я вижу за вами, слежу, какая вы сама хорошая мама и бабушка. Поэтому это совсем другая история, да? Давайте посмотрим на ситуацию. Первое. Бабушка старшая демонстрирует агрессивное поведение там, в этом коридоре, когда кричит: ты такая гадина, я тебя убью. Дальше смотрите, мама стоит, как мужчина в казарме. 2 человек выходят, это 2 человека, которые абсолютно зависят от этой женщины. Папа очень болен. Папа, на самом деле, она неплохая жена для своего мужа, это мама. Бабушка уже старенькая. Вы понимаете, что в пожилом возрасте сверхценная идея всех людей – это то, что их хотят отравить потомки. И если такую мысль фейковую запустить уже взрослому человеку, который зависит 3,5 года, бабушка не в контакте с ребенком. Слушайте, конечно, она полностью... Значит, один момент. Значит, во-первых, это не у всех пожилых людей такая фейковая мысль, что их хотят отравить. Действительно, преследование бывает. Это бывает, но тем не менее мы знаем Но в той ситуации, которая была в той семье, когда действительно бабушке подсыпали маленькую дозу тех лекарств, которые должна была принимать Ярослава, она же Саша, да, плюс Саша вытащила симку и разобрала бабушкин телефон, который не могла позвонить. У нее было время, чтобы уйти, и все. Глеб. Я считаю, что, знаете, все набросились на мать, все набросились. А с чего вдруг?
Да мы все такие же, понимаете? Ну да, девочка, ну вышла, так сказать, не такая, как ожидали. Не оправдала ожидания. Нормальная девочка, по-моему. Девочка хорошая. Ну, у мамы есть свое видение ребенка. Да мы все такие, Мама понимаете? Слава Богу, нам повезло. И чувствовать своего ребенка. Слушайте, вы считаете, что ставить ребенка, но считаю, что неправильно любить видение ребенка, а не самого ребенка. Нет, вы так не считаете? Знаете, я наблюдал за вами, я вижу, что вы хороший человек. Скажите, ваша семья вас любит, как вы думаете? Та часть семьи, с которой мне запрещали общаться, всю жизнь меня любит, да. А то, что испытывает ко мне мама, я не могу назвать любовью, к сожалению. Как огромную Если кто и любит Сашу, то Олег Ефанов, возлюбленный девочки. Он поддерживает ее и сегодня здесь, на программе «Вместе с ней». Давайте пригласим Олега к нашему разговору. Олег, привет. Скажи мне, вот ты не боишься, что если вдруг ты что-то сделаешь не так, тебе тоже могут подлить чего-нибудь в стакан с чаем, и ты заснешь и можешь не проснуться? Абсолютно нет. За все время, пока я с Сашей, я ни разу не видел тех моментов, которые бы могли испугать или заставить как-то отстраниться или почувствовать себя в опасности. А с Сашей? Сколько времени? Около 3 лет уже, по сути дела. 2,5 года. Да, а когда вы познакомились, она представилась вам Сашей или Ярославой? Нет, она сразу представилась Александрой, потому что, она изначально не любила это имя, естественно, потом я это уже узнал. Хорошо, а тогда в какую секунду она рассказала вам, что ее звали Саша, что она бежала из дома, что ее ищут родители? Где-то первых 3-4 где-то месяцев мы постепенно узнавали друг друга. Где-то через год мы уже стали жить вместе. Да, стали жить вместе, по сути дела. Ей было 15 лет, а вам сколько лет? 16 мне 16. 16, а вам? Да. А мне было 27 на этот момент. А скажи мне, а вот тебя не испугало про эту справку, про которую мама рассказывала на прошлом эфире, что у нее возможно? Да, насчет справки сразу уточню, я жил более 10 лет с человеком, тоже, с психическим расстройством, и поэтому я не склонен верить справке, я больше склонен верить своим чувствам. То есть при общении, сами понимаете, если вы больше 10 лет живете с человеком, у которого поставлен диагноз, у которого есть психическое отклонение. Про свою маму, кстати. Да, то есть, соответственно, вы за 10 лет очень остро начинаете чувствовать вот это в другом человеке. То есть я за 10 лет достаточно хорошо освоил это понимание эмоций, понимание мимики. Я видел, что есть какие-то проблемы, да, но я не видел того, что меня бы побудило бояться. Что вы можете сказать о маме Александры Ярославы? Да, насчет мамы, честно скажу, по тем рассказам еще я не совсем понимал, и, честно говоря, сейчас не могу понять, что должно быть в голове у человека, чтобы совершать такие поступки. То есть я знаю свою мать, я вижу похожести между ней и между ее мамой. Так, давайте мы сейчас сделаем небольшую рекламу. Далее в нашей программе Саша прошла обследование у лучших психиатров страны. Подтвердится ли ее диагноз, о котором говорила ее мать здесь в прямом эфире после рекламы? Еще раз всем добрый вечер. Это прямой эфир. Если вы только что вернулись с работы и включили свои телевизоры, сегодня продолжение нашумевшей истории о родителях, которые держали свою дочь в клетке. Появляются все новые шокирующие сенсационные подробности. В прошлой программе мать, которая держала собственного ребенка за решеткой, сделала чистосердечное признание и сказала в глаза дочери, что она умерла для нее еще 6 лет назад. Встреча закончилась скандалом, а Саша так и не смогла простить маму. Но сегодня девочка решилась выйти в эту студию, чтобы рассказать правду и доказать, что заявления матери о ее невменяемости сфабрикованы. До рекламы мы обещали вам показать, как Саша прошла обследование у лучших психиатров страны. И вот что они сказали, встретившись с девочкой. Внимание. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. В 2014 году меня сбила машина. Моя мама считает, что я ненормальная. У меня опухоль в мозгу. Вы можете сделать МРТ у нас, который, в принципе, если покажет какие-то изменения. Исследование займет 15 минут. Режим: не двигаемся, не чихаем, ручками, ножками не двигаем. Процедура безболезненная, безвредная. Это я знаю, я уже проходила.
страшного нет. Признаки ретроцеребральной кисты тут еще. Но это аномалия развития. Тут тоже ничего страшного нет, это встречается очень часто. Это к психическим расстройствам не ведет. В чем ты похожа с мамой? У вас у всех троих есть демонстративное поведение. Как вот вы говорите, да, театральность, она всегда на публике демонстрировала, что она очень хорошая мама. Да, и на публике она всегда говорила, там, типа, хвасталась мной и так далее, а дома она всегда меня унижала и говорила, что я не такая, что я не соответствую ее вот ожиданиям. Вот у меня была дисфункция сфинктера пищеводного, все не могла есть, это уже тошнило. Она меня заставляла есть очень быстро. И у тебя шла обратная реакция? У меня шла обратная реакция, она заставляла это снова съедать. Александра в разговоре, в нашей беседе проявила себя как абсолютно адекватный человек. Моментов, которые говорили бы о том, что она там в каком-то мире находится иллюзии или у нее там какое-то нарушение мышления, там, нарушение восприятия, этого ничего нет. Есть определенные симптомы дисморфофобии, то есть нелюбви к себе. Есть определенные личностные особенности, где-то демонстративность характера присутствует. Присутствует склонность к самоповреждающемуся поведению, и оно генетически наследуется. Дружелюбный, активный, эмоционально наполненный человек. Ирина, у вас, я знаю, есть тоже справка по запросу из реабилитационного центра, где проходило лечение Саша до 18 лет. Совершенно верно. Мы делали запрос в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. И из полученного ответа следует, что Александра поступила в отделение социальной реабилитации Центра социальной поддержки семьи и детства Северо-Западного административного округа города Москвы на основании акта о выявлении безнадзорного и беспризорного ребенка. До этого девочка находилась в розыске. На период нахождения в центре она была обеспечена проживанием, полноценным питанием, одеждой. Ей были предоставлены в помощь специалисты по работе с семьей, психологи, специалисты по социальной работе, и проводились различные виды диагностик, консультирования, индивидуальные, групповые, лекции, мастер-классы и так далее. Признаков ненормального поведения у девочки не было. Самовольных уходов, нарушений режима также не было. По отношению к близким родственникам Александра проявляла довольно положительные эмоции и в итоге даже согласилась на контакт. Каких-то злонамерений не выказывала. И ее психоэмоциональная активность стала ниже, то есть агрессия спала. И по достижении 18 лет Александра вынуждена была покинуть центр. И с ее слов она переехала в другой город на постоянное место жительства и трудоустроилась переводчиком. Вот это следует из ответа руководства этого центра. Но на прошлой программе всех еще шокировала новость про то, что ты совратила сына подруги Тамары. И давайте посмотрим, что твой отец рассказывал перед эфиром. Внимание. Инна предложила свой дом, где, в общем-то, было место и была возможность переночевать. Они туда приехали, а вечером вернулся ее сын, который отдыхал на Бали. Он сразу положил как бы глаз на Славу. Она выглядела достаточно взрослой, она ему явно понравилась. Ему было 22 года на тот момент. Ему объяснили, что ей только 12 лет, и что это ребенок, и что ни в коем случае, так сказать, никаких поползновений быть не может. А утром Тамара встала и увидела в окошке комнаты, которую занимал Дмитрий, их вместе. Ну, Ярослава, конечно, это объясняла это в том, что у нее там с головой что-то не в порядке, и что как бы она, в общем-то, не осознавала, что делала. И потом вскрылась обширная переписка, которая носила порнографический характер между Славой и Дмитрием. Значит, она стала снова встречаться с этим Дмитрием, и когда мы уходили на работу, он приходил к нам домой, они запирали Лилию в отдельную комнату, а сами там в другой комнате развлекались, как могли. Написали заявление в полицию о том, что вот существует такая связь порочная. Никаких последствий для Димы этого не вызвало. В общем, дело это замяли.
То есть речь идет про Австралию, когда ваша семья была там, тебе 12 лет, да, Диме 22, давайте скажем, да, что... Давайте я озвучу тот момент, если кто и мотивировал, скажем, подобное поведение, это была она. То есть, например, у меня вот был репетитор несчастный, о котором я рассказывала, она, когда он приходил, она говорила, а вот что ты так вот одета, где же мальчик придет, надо там подкрасить, типа, оденься что-то приличное и так далее. То есть, мне кажется, это неправильное поведение с своей стороны было, именно, как бы, ну... Но это не важно. Так вот, я как раз про что говорю, что она самолично видела, что у нас ничего не было. Мы были полностью оба одеты. И все, что я сделала, по своей же, опять же, глупости, я взяла его за руку и поцеловала. Но, естественно, как бы никакого вот, ни из какой постели она нас не доставала. Александр, да, вы были тогда ребенком. По словам Саши, что вот в чем ее мама уверена, так значит и должно быть. Не, ну подождите, Вот вы знаете, вот как Давайте послушаем, что рассказала нам Инна, мама Дмитрия. Мы разыскали ее в Австралии. И вот что она сегодня впервые расскажет про Тамару и про Сашу. Тамара – человек чрезвычайно жестокий, мстительный и страшный, который не остановится ни перед чем, чтобы обелить себя, чтобы выйти сухой из воды. Тамара начала травлю моей семьи, требовала, чтобы я забрала свои свидетельские показания, угрожала, что она меня уничтожит. И, в частности, она может обвинить Диму, что он приставал к ее дочери. Никаких сексуальных отношений у моего ребенка с девочкой не было. Да, они общались, да, они дружили, не более того. Все общение, которое у них происходило, было на уровне разговоров, обменом книг. Да, возможно, где-то была влюбленность. Никакого секса, естественно, не было. Дима очень хорошо относился к Славе. Он в шутку говорил, что когда она вырастет, он даже попробует за ней поухаживать. И обычное общение разновозрастных молодых людей. Тамара подала заявление на моего сына. Девочка была обследована и психологами, и медиками. И, как вы понимаете, если дело не открыли, значит, его не было. Саш, скажите, пожалуйста, а твой отец, он врет? Вы ставите ложную дилемму. Нет, она должна либо сказать верно. плохо о своем отце. Папа сказал, что Нет. переписка была порнографическая. Да, вот этот конкретный верно. факт. Нет, это что? Подождите, позвольте, понимаете, да, можно меня послушать Давайте термины «врет» до отца не будем обращать. Давайте не будем ставить, действительно, потому что у девочки, может быть, есть надежда, что с мамой, понятно, мосты сожжены, а с предполагаемым отцом, да, возможно, у нее еще что-то и наладится. Но хочу сказать, что приемные родители, у которых ты жила в Австралии, а сменила ты там немало семей, и, судя по словам австралийской диаспоры, практически ты обошла все российские семьи, которые только можно, которые хотели брать тебя, и ты себя безобразно вела. Я была в единственной российской семье, это была семья маминой подруги. Наталья и Андрей Лопуховы вот что рассказывают про тебя, как ты обворовала, как ты сбежала и как ты сексуально приставала ко всем на австралийском побережье. Внимание. Ярослава останавливается в нашей семье в конце сентября 2014 года, после того, как она уже провела время в нескольких семьях, и из многих семей она уходила, потому что она приставала к мужчинам в этой семье. У офицера у нее уже не оставалось семей, куда бы она могла распределить Ярославу. Попросила, чтобы мы ее приняли на 4 ночи. Она появилась немножко так, заходила к нам в дом очень настороженно, пытаясь как-то выглядеть такой девочкой, возможно, беззащитной, наивной. Как мы говорим, волк в овечьей шкуре. Она показалась мне немного замкнутой, не очень открытой девушкой. Что заметил, по ночам иногда она, мне кажется, не спала, бродила по дому. Я слышал часто шорохи, шум. Она не только своровала многие наши вещи, но также и просто их повыбрасывала. То есть это какой-то, ну не знаю, как это назвать, подлостью или каким-то еще проявлением. Она приехала всего лишь с несколькими сумками своими, а уезжала уже с достаточным багажом. Когда пришло время на Ярославе уезжать, мы нашли у нее какие-то такие дневниковые записи, ну просто пара листочков. А на тех листочках у нее было написано «Mother, I hate you», что значит «Мама, я тебя ненавижу». Что скажешь, Саша? У этой женщины я находилась одну ночь.
И уже после того, как меня забрала соцработница, и я, еще раз поясню про концепт foster families. То есть каждая семья говорит, что, например, я готов предоставить все необходимое ребенку на выходные. То есть селят как раз вот эти дома... Ты как твоя мама. Вот вы два сапога пара, если честно. От осинки не родятся апельсинки. Ты ей про одно, а она тебе... Я тебе говорю, ты воровала вещи? Я не воровала у нее вещи. Наталья Андреевна Пухова выходит с нами на связь из Австралии. Наташ, вы слышите, да, как Саша говорит, что провела у вас только одну ночь, вещи не воровала и была практически ангелом, которая осчастливила ваш дом. Что скажете вы? Ярослава провела у нас 4 ночи. С пятницы до вторника. Подруга моей мамы, поэтому... Все-таки 4 ночи, а не одна. Вот у вас всегда так, понимаешь, Саш, в вашей семье, да? Что-то вроде было, но я сейчас не одна, а 4. По-моему, до нашей семьи она была где-то в 6 семьях, а затем оказалась у нас. А за что девочек забрали у родителей? Можно еще раз уточнить? А забрали в такой момент, когда случился конфликт, прямо, я так понимаю, рядом с домом, между дочкой и мамой. Но конфликт, и который наблюдала семья Инны и ее сына. Я уже не знаю при этом конфликте, то ли соседи, то ли Инна, кто вызвал полицию, но я помню, по словам Тамары, что когда полиция приехала, так как у выхода у забора стояли вот как раз-таки Инна с своим сыном, они, владея хорошим английским, смогли объяснить, что, в принципе, кого нужно здесь задерживать, кто здесь опасен, как бы указав на мать. И в тот момент полицейский стал забирать Тамару. Но вы же взрослая женщина, вы понимаете, что вы были вдвоем, 2 взрослых женщины-подруги против ребенка. Ребенок мог и обворовать, и все что угодно сделать. Это бунт ребенка в подростковом возрасте, который пытается себя спасти. Ну, и мне кажется, что тоже немножко странно, что вы считаете, да, вот вы живете в Австралии, считаете, что все ваши полицейские люди слабоумные, которые не в состоянии увидеть, когда человека бьют головой о лестницу. Но дело не в том, что стояла Инна с сыном и что-то придумали полицейским. Во всяком случае, Инна, про которую идет речь, говорит, что если кто и проявлял действительно сексуальную активность, так это мама, которая подкладывала дочь под любого мужчину ради того, чтобы продвинуться в должности. Давайте послушаем. Никаких особых проблем поначалу я в семье не заметила, ну, кроме несколько экзальтированности и порой грубости матери, которая могла накричать на детей по любому поводу. Тамаре требовалась помощь постоянно. У нее был конфликт с квартирной хозяйкой, потом она конфликтовала с чиновниками образования. Я представила ее своим друзьям и другим представителям русскоязычной общины, но мои друзья меня вежливо попросили Тамару больше не приводить. Дословно сказали, это женщина-танк, она агрессивная какая-то, можно мы не будем общаться. Серьезный конфликт возник, наверное, в июне. Слава сидела, забившись в машине. Тамара начала кричать что-то про кражу, начала бить ее, орать на нее, потом начала лупить кулаками по голове. Через несколько месяцев после черепно-мозговой травмы был второй случай. Слава сказала, что она боится идти домой, что мама не в себе. Мне было страшно. Я уже видела Тамару в состоянии ярости, совершенно невменяемой и очень агрессивно. Распахнулась дверь, Слава выскочила на балкон. Тамара повалила ее, начала душить, пыталась ее убить. Девочка отбивалась, выбежали соседи и бросились оттаскивать Тамару от девочки. Лиля выскочила через черный вход, спряталась в саду, плакала. На следующий день детей забрали в опеку. Да, вообще в действиях матери усматривается 3 состава преступления, да? Инна, например. Сейчас, секунду, да, пожалуйста. Я хочу сказать, что в действиях матери усматривается 3 состава преступления. Первое, 117-я статья Уголовного кодекса, истязание. Истязание, между прочим, в отношении несовершеннолетней это тяжкое преступление до 7 лет лишения свободы. И я на самом деле уверена в том, что если сейчас органы займутся этим, то ей грозит реальный срок, да, а не условный срок. Нет, да, вторая статья. Позвольте, я договорю. Если бы в Австралии она реально била дочку,
на глазах у соседей головой об крыльцо, ее бы осудили. Так вот, как раз, чтобы избежать наказания, Тамара избежала в Москву. Все подробности ее побега в Россию сразу после короткой рекламы, а также мы нашли предполагаемого отца девочки после рекламы. Еще раз всем добрый вечер. Это прямой эфир. Всем, кто только что включил свои телевизоры ранее в программе. Продолжение нашумевшей истории девочки из клетки с новыми сенсационными подробностями. Всю правду о личности матери девочки впервые рассказала ее подруга из Австралии. Именно ее сына Тамара обвинила в изнасиловании своей 12-летней дочери. А приемные родители Саши из австралийского города Перт раскрыли настоящие обстоятельства, при которых девочке пришлось покинуть их дом. Но главное, девочка сделала сенсационное заявление. Она знает, почему все эти годы она была нелюбимой дочерью в семье. Мы провели собственное расследование и вместе с Сашей отправились в город Ростов, куда ведет след ее предполагаемого биологического отца. Чуть позже вы увидите, как прошла эта встреча. И вот что рассказывает родная сестра Тамары из Ростова впервые на телевидении. Внимание. Сестра поехала с семьей на проживание в Австралию. Что-то у них там не связалось, дома там плохо к ним относилась, вызвали вроде полицию. Ее привлекли, девочек забрали. Она сначала через маму это все дело, потом лично там несколько мне сообщений писала, сделая документы по опекунству, потому что детей могут ей не вернуть. Во всем, что она была под следствием. И ей обещали сколько-то лет заключения. И вот перед тем, как это вот должно было свершиться, она улетела в Россию. А дети остались там. Потом маленькую вывез Саша, муж ее. Вот. А большая отказалась. Она хотела, чтобы я связалась с каким-то давним очень знакомым и взяла у него какие-то таблетки. Мне надо ее усыпить и вывести просто девочку. Ну, я на тот момент мы отказались. Славочка, миленькая, мы тебя любим, мы друзей не предаем, так что приезжай, пожалуйста. Поддержать Сашу сегодня и пролить свет на эту запутанную историю приехал муж тети Алексей Репин, который сегодня впервые увидит свою родственницу. Встречаем Алексея Ивановича. Давайте. Привет, дядя Лёш. Ты живая. Господи, хоть кто-то любит эту девочку, а? Я тебя так рада видеть. Я не раньше. Такой выбритый, красивый, господи. В Ростове. Спасибо. Нам вас не потом. Алексей, я понимаю, что вы никогда не видели Сашу и знали ее как Ярославу, правильно? Да. Добрый вечер. Итак, вы супруг родной сестры Тамары Елены. Вы знали, каким издевательствам подвергается ваша племянница? Эти издевательства у нас мы узнали, когда они были в Австралии. Угу. А как вы считаете, какие причины у Тамары так ненавидеть свою родную дочь? Я думаю, потому что, наверное, она ненавидит ее отца, которого она не знает, кто на самом деле. То есть вот в чем заключается главная тайна этой семьи, что у Тамары в Ростове был еще один мужчина, о котором никто не говорит, правильно? Я думаю, что у того мужчины есть шансы быть отцом, но я в этом не уверен. Потому что кроме того, она родила в официальном браке за другим мужчиной. То есть после свадьбы прошло 10 месяцев. Вы считаете, что вы имеете право такие вещи говорить? А моя Но вы мама... считаете, что это корректно Она родила говорить? в законном браке с другим мужчиной. Как он говорит вещи, он приехал, хочет Я вам был на передать. свадьбе у них. Ну, Говорите, это был это Игорь. не его ребенок. То есть до вот этого мужчину, которого мы видим как папу с 2 инсультами, был еще Игорь, правильно? Этот был ее начальником в Москве в конторе. Вот этот, который сейчас мы видим? Да. Ну, я не знаю, какие у них там взаимоотношения были. И... А тогда почему Ну, вы кроме говорите? того, у Тамары были и другие мужчины, насколько я Откуда вы знаю. знаете? Вы настолько близко знаете Тамару, вы с ней вместе ездили Она на свидание? прилетала в Ростов. У Тамары есть еще одна дочка Лиля, понимаете? Вы вот точно хотите, вы правда хотите, Ну, чтобы нет, ее... ну Лиля, возможно, и от Саши там почечкой. А сколько, простите, сколько лет они жили с Игорем вместе? Мне говорили, что год всего. Нет, когда родилась, за 10 месяцев у них свадьба была, перед этим они тоже чуть-чуть жили.
То есть и Тамара, получается, убедила нынешнего мужа Александра, что это его ребенок. Я понял, что его просто... Может, она в это время с ним встречалась, когда была замужем за другим. То есть вы не знаете... Давайте послушаем Елену, родную сестру Тамары. Что рассказывает она? Внимание. Я просто знаю, что Славочка родилась в законном браке с другим человеком, не с этим Александром, с которым сейчас живет Тамара. Со студенческой скамьи там были все вместе знакомы. Вот. И она была рождена в том браке. Тамара сделала так, что подписал Игорь документы на отказ. Тамара говорила, что она, этот ребенок был рожден от Александра. В принципе, это так был разговор такой. Насколько это верно, я не знаю. На свадьбе мамы и папы мне было 3 года. И я находила свидетельство об усыновлении. Но я тогда спросила маму, а почему так? Она говорит, что... потому что мы с Игорем были женаты всего год. Это был полуфиктивный брак. То, что я страдала по другому человеку и пыталась покончить с собой. Поэтому, в общем, меня родители уговорили. Вот. И потом, что всего года не прожили, и что просто так получилось, что совпало, они не успели расторгнуть брак, и как-то так она мне это объясняла. Но другая сестра Тамары, которая тоже живет в Ростове, ее зовут Ирина, да? Вот как она вспоминает о том, как Тамара бросила Игоря и уехала в Москву делать карьеру. Внимание. Она была замужем. Студент с ее же, по-моему, с параллельной группы, что ли, парень был. Неплохой Игорек. Они до сих пор, кстати, теплые мирные отношения у них. Она тогда вообще была. Это сейчас, конечно, не девочки. Уже ж возраст все. Тогда она девица. Она высокая, длинноногая. Волосы у нее шикарные. Женихи штабелями. Потом я узнала, что Славочка родилась. Я не видела, чтобы наказывали даже кого-нибудь. Крикнуть могла. А что делать? А учителя, послушайте, как кричат. У нее, в силу того, что еще голос такой у нее диктаторский, да, я знаю, что она может... И такая умная, хорошая племянница, вся в маму, такая прям это самое... Сейчас бы появилась, я бы ее... Соскучились, хотели? Ой, я бы ее зажала, прицеловала бы, обняла. Я говорю, давай ее заберем, давай ее заберем. Это очень бы хотела, очень. Да вы что, это ж мое дитё. Как это мой родственник. А ты звонила тетям вообще? Видишь, тети все готовы тебе протянуть руку помощи, все за тебя. А половину родственников я не имела понятия, что они существуют. Но видишь, как все-таки сейчас хорошо, когда столько теть, которые готовы быть твоими друзьями. Итак, мы нашли Игоря, и ты поехала к нему, и он рассказал, что все эти годы он находится в сомнении, потому что действительно Тамара сказала ему, что это его ребенок, и он до 3 лет качал тебя, возил по улицам, менял пеленки, потому что Тамара делала карьеру. Давайте посмотрим, как состоялась твоя встреча с предполагаемым биологическим отцом. Внимание. Здравствуйте. Не, мы не будем. Ну подождите, Игорь, вы можете остановиться на 2 минуты? Можете поговорить? Мы можем просто, пообщаться. Вообще стараемся держаться подальше от этой истории, потому что, нам она не нужна. Просто в подъезде постоим, потому что холодно. Ты хотела спросить? Спрашивай. Мне интересно узнать про свое детство со стороны... Детство, я тебе скажу, как прошло. Гуляли возле в сквере Курчатника, там, где ипподром. Я тебя катал на коляске. Мы были молоды, мы учились в университете, мы поженились, прожили 13 лет, приехали в Москву. Нет, на самом деле там с Сашей мы познакомились в Москве. Правда, что он был и начальником? Он был и учителем быстрее. Записана ты была на меня, первое свидетельство о рождении. В общем, она мне представила документ официальный Сашиного теста. Доказала, что она меня по поводу того, что до моего отсутствия, мягко говоря, наколола. Да, Игорь, что же начала? Да, тоже папа он или не папа?
было принято решение, что у тебя будет один отец. Я в свое время очень тяжело пережил развод, в общем-то, год. Я был на грани срыва. Ты, как понимаешь, разводишься с человеком, который прожил 13 лет и, в общем-то, любил его. Это всегда тяжело. Ты твоей матери, когда ты пропала, я, в общем-то, сказал. Но тебе не кажется, что от тебя просто она сбежала? Что никуда никто ее не похитил? Естественно, я сбежала. И она... Ты ее просто передавила. Потому что, ну реально, типа, что она говорила в самом начале? Что я... Ты пропала. Что меня похитили. Ну, не то, что, да, видимо, что-то случилось. Я, в общем-то, рад, что состоялся этот разговор. Такой он слишком поздно, наверное, состоялся. Да, возможно. Но опять-таки, вы понимаете, я отдаю должное, опять желанию Тамары, да, и это и Сашино желание было, чтобы я на горизонте не появлялся. Ну, звони, не телефон. Меня... Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Скажи мне, но сам Игорь допускает, что Тамара могла от него забеременеть? Ну, она ему представила бумагу, но запретила кому-то показывать. Саша, а можно вопрос тебе? Скажи, пожалуйста, а чем ты и твоя мама очень похожи? Я, к сожалению, очень боюсь быть на меня похожей. Ну, да, боюсь, это понятно, потому что здесь есть чего бояться. Я бы хотела два слова сказать про маму, потому что ее, с одной стороны, она демонстрирует какое-то ужасное поведение, конечно, безобразное. С другой стороны, хотелось бы справедливости ради сказать, что, в принципе, эта мама в первой половине своей жизни проявляла очень сильные качества. Например, она, когда с папой случилась вся эта история, она его не оставила, и человека, который пережил 2 клинические смерти, да, она... человек. А? Она очень сильный человек. Очень сильный человек, и этим вы похожи. Но, к сожалению, сильные люди тоже бывают... Смотри, вот как раз вы тем и похожи, то, что Андрей сказал, что вы только видите свою сторону. Даже сейчас ты не готова развернуть свой фокус, хотя бы увидеть, а что с твоей мамой, как ее жизнь сложилась. У мамы было несколько... Погодите секундочку, мы же когда с вами общались, я сказала то, что она очень сильный человек, но при этом у нее, когда случилось это с моим отцом, получается, она потеряла опору, у нее не было опоры. Ну, вот и поэтому, если бы она обратилась за помощью, там, не знаю, к родственникам или еще с кем-то, то было бы все, возможно, не так. Это правда. Но, к сожалению, она очень много пережила в жизни. Я ни в коем случае ее не осуждаю. У меня к ней не осталось никаких негативных эмоций. Я вчера тоже пережила приблизительно. Можно договорить про При этом ты рассказала про еще одного ее любовника, который тоже, возможно... Потому что это правда. А что... Давайте послушаем. Внимание. Про это рассказывала. У моей мамы была первая любовь, скажем так. Она мне рассказала о командоре. Это было его прозвище в университете, а так его Мишей звали. У самого этого командора была жена, потом от нее родилось 2 дочек. И, в общем-то, семья у него была, а с ней он ездил чисто как повеселиться. Жена это знала, и ее это очень, естественно, раздражало, злило и так далее, но она его любила. Она сказала: вот твой новый папа. Ему меня представила, что они собираются купить домик в Ростовской области, что мы туда втроем поедем. Я, она и он. И я у нее спросила, все-таки мой папа это тот человек, с которым я всю жизнь жила, или нет. Она сказала, что да, что там чертовка, думаешь, вот это он твой отец, все нормально. Через некоторое время мама узнала, что беременна. У него случился выкидыш, потому что ей было уже 40, сколько-то лет. Ну и, в общем-то, он ее бросил. Она была в больнице. Я, отец, сестра посещали ее. Меня начало дико коробить от того, что, в общем, она, по сути, не сказала отцу про то, что это был не его ребенок. Саша, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот вы на самом деле устроили этот крестовый поход, устраиваете против мамы, потому что вы хотите отомстить за ту боль, которую вы пережили? Я поясню немножко по этому поводу, что 3,5 года, когда я была в бегах, она давала различные разрозненные показания журналистам, и следователям и так далее и тому подобное. И я сейчас просто
постараюсь рассказать, ну, как есть. Я ни в коем случае ее ни в чем не обвиняю вообще, ну, прям серьезно. Александра просто защищается, она вынуждена защищаться, потому что у нее мне приходится, к сожалению, клеймо всю жизнь, психически ненормальной всю жизнь мне приходится доказывать, к сожалению, мне всю жизнь приходится доказывать, что я нормальная, что я адекватная. Можно говорить про себя. И ее домой не пускать. Можно Что, минуточку одну я право договорю, жить там не понимаете? имеет, или что? Один разговор, когда можно говорить про себя и показывать. Мне задавали вопросы. Есть же почему законы какие-то. Погодите секундочку. Мне задавали вопросы, почему она так себя ведет, какие у тебя есть подозрения, какие у тебя есть мысли по этому поводу. И я эти мысли высказывала. Мне задавали прямые вопросы, я на них отвечала. Тебе когда-нибудь свою маму было жалко? Мне ее безумно жалко, правда. Вот честно. А тебе вот этот человек, который тебя воспитывал, который называется твоим отцом, он был плохим отцом? Нет, ну как, он не был... А ты сейчас говоришь о каких-то признаниях, таких, которые тебе мама по секрету, может быть, говорила, о которых он сейчас, больной человек, Нет, он знал, будет тоже знать. Он не знал про ребенка, его но не она ему жалко? рассказала про то, что как бы это было. Но хочу сказать, что мы нашли этого командора, и после рекламы он расскажет всю правду про Тамару Журавлеву и ее семью, а также ДНК-тест с ее отцом, который растил ее все эти годы. Является ли он папой? После рекламы. Шок. Еще раз всем добрый вечер. Это прямой эфир. Коротко о том, что вы пропустили, если только что к нам присоединились. Мы обсуждаем продолжение громкой истории девочки из клетки. Саша Журавлева сегодня в нашей студии, чтобы доказать, что мама, которая была на прошлой неделе у нас в студии и рассказывала о ее невменяемости, все это ложь. Подруга семьи из Австралии поведала, почему на самом деле за границей мать Саши лишили родительских прав и положили ее на принудительное психиатрическое лечение. Сама Саша отправилась в Ростов на поиски своего биологического отца и нашла там целых 2 претендентов на его звание. Один из них Михаил. Вот что он рассказывает вместе со своей супругой спустя годы про Тамару Журавлеву. Внимание. Она очень неадекватна. Ох, она была влюблена в него с первого курса. Бегала за ним просто до ненормальности. Действительно, приезжал, виделся с ней, оставался у них с ребенком. Ну, то есть в квартире. Там с другом они оставались своим. Насчет... Я не знала, он бы, наверное, сказал мне: Машенька, выйди, пожалуйста. Оно не может быть, поэтому... Здравствуйте. Не может. Здравствуйте. Мне очень жалко девушку. Да, девушка, да, жалко. Даже не представляете такой степени. А, то есть это не первый раз было? Конечно. А, да? Да. Я девочку видел 1 раз. Это я физически не мог. У меня был период, когда я 5 лет даже ходил еле-еле. Были травмы какие-то? Да. У меня была очень глубочайшая травма. Да. Я даже разговаривать с ней, встречаться, видеться не желаю никоим образом. Я не буду к этим людям даже близко подходить. Вот этот муж второй, либо он полный дебил, либо отношение к детям. Отношения к детям я не видела. Я в шоке. Я просто знаю то, от чего у меня берет шок. Девочка расскажет, если захотите. Если она захочет вам, кроме клетки, рассказать что-то, то она вам расскажет. Это этот человек? Да, только он посидел. А? Он был блондином, когда я его встретила, он посидел. Маша, а ты занималась этой тоже темой. Ты что думаешь вообще, кто здесь Ну вот я белый, смотрю пушистый? видео, Кто... да, там как за кулисами бабушка с папой накинулись на Сашу. 2 месяца назад, когда у этой семьи первый раз брали интервью, и бабушка, и папа были суперкорректные. Они очень лояльно говорили про Сашу. Они как-то там... Бабушка там даже всплакнула, какой хороший ребенок, трогательную записку она оставила. Ни про какое отравление речи не было. Ну вот
просто вот человеку за 2 месяца внушили, что Саша там монстр, демоны, вот это все. Можно я Потом, ну сейчас, можно я договорю сейчас? Да, конечно. Или все вам сразу не рассказала? Да, ну нет, там она пыталась вступить в диалог, но она вступала в диалог в абсолютно другом тоне. И не было вот этих огульных обвинений. Потом про похождение, про любовников. Саша слышит об этом со скольки лет? Там, не знаю, лет с 5, с 7 она ребенком была совсем. Подробности еще, вообще к тому же. зачем? Рассказывай. По поводу рыжих волос. То есть мы сейчас говорим, что Саша там рано повзрослела, что она воровала, пытаемся ее в чем-то обвинить. Мама... Давайте скажем тем, кто пропустил. Мама красит волосы 2 дочкам в рыжий цвет с самого детства. Мама изначально относилась как к ребенку, как к взрослому человеку. Советовалась, с кем ей спать, с кем ей не спать, что надеть, и заставляла красить волосы в рыжий. Сажала насильно в ванну и красила волосы. Но это адекватно? Нет, главное, что сейчас еще одна громкая история про мать, которая 11 лет не выпускала детей из дома, и там она покупала перигидроль, и все дети были выкрашены в белый цвет. Мне кажется, какой-то диагноз просто у таких матерей, которые красят... Это просто попытка создать образ идеального ребенка. Давайте пригласим в нашу студию Снежану Королеву. Главный ответ вечера на вопрос, кто же отец Саши. Сейчас Снежана откроет нам этот секрет. Встречаем. Здравствуйте. Александра Журавлева и Журавлев Александр сдали свой биологический материал для проведения ДНК-теста на отцовство. Вероятность того, что Журавлев Александр действительно является биологическим отцом Журавлевой Саши, составляет 99,999 тысячных. Что тогда говорил мужчина Хочу про 13 сказать лет? просто браво, понимаете, я вас поздравляю. Нет, браво-то браво. Все-таки вас воспитывал ваш отец добрый. Все-таки вы о нем не сказали ни одного плохого слова. Мне это, в общем-то, не особо важно было. То есть он меня воспитывал, я его помню с детства, других как бы людей у меня не было в Хорошо, детстве. если верить маме, что это был единственный день, когда ты сидела в этой клетке, папа был дома, он видел, что ты в клетке или нет? Она тогда собрала всех в доме у бабушки, меня закрыла уже вот за этой решеткой и объявила о том, что я хочу всех поубивать. Что я хочу убить там и бабушку, и маму, и всех. Я ни в чем не обвиняю бабушку. Я понимаю, что она, скорее всего, процентов на 90, она, скорее всего, реально в это верит. Причина, по которой меня изначально мама испугалась, и из-за которой она испугалась, из-за которой она меня посадила в клетку, это, ну, в первую очередь, это ее репутация, то, что я убегу, и я расскажу опять, и так далее, и тому подобное. Во-вторых, был момент, вот, когда она сама об этом говорила в интервью, то, что она меня заставила извиняться, она распечатала эту штуку. Я стояла на коленях, извинялась. Когда я говорила, нет, я не буду, нет, или что-то не то говорила, она меня била, она давала мне рукой по голове, по шее. И в итоге, в конце от этих издевательств, когда это продолжалось уже на протяжении 2 дней, я сказала такую фразу, о которой я, естественно, пожалела, но которая была сказана из беспомощности. Я сказала, что если это все так продолжится, я убью либо себя, либо тебя. Это единственный раз, когда прозвучало что-то вообще близко. А можно вопрос? Это правда, что Тамара запрещает бабушке общаться с вами? Да. Потому что бабушка может проболтаться. Да, Она это прекрасно понимает, поэтому и детям запрещала Скажите, общаться, чтобы мы пожалуйста, больше а знали. Лили, а вот маленькой девочке второй, мама Они ее живут тоже в так же легенде, бьет? понимаете? Жизни, Понимаете, легенда проблема у них, в том, как что у разведчиков, мы жили извините. в разных квартирах. Живут То есть вот какой-то она- своей жизнью. Дядя Леш, погодите секундочку. Ага. Вот, она, получается, когда вот тогда собрала это семейное собрание, Лиля плакала, бабушка плакала, отец смотрел в никуда. А потом, когда меня держали там неделю, ко мне приходила только мать проверять что-то как. Она поставила этот видеорегистратор на шкаф и так далее. То есть ко мне никто больше не приходил. Потом, после клиники, когда я вернулась опять в эту клетку, меня навещал только отец. Вот, 2 раза. Вот. Ну и мать, естественно, приходила проверять каждый вечер, как по часам, проверять таблетки. Она залезала мне в рот, проверяла, чтобы я их пила. Потому что она понимала, что не дай бог, я убегу, расскажу, и что вот это все всплывет. В общем-то, что сейчас и происходит. Давайте посмотрим, как сейчас Саша живет в Питере вместе с Олегом, который поддерживает тебя. Внимание. Это первая квартира, которую мы снимаем вдвоем, без соседей. Здесь у нас центр нашего дома. Это телевизор, PlayStation. Каждый вечер мы собираемся здесь, на этой кровати, всей семьей.
с нашим маленьким любимым сыном Кусачем. Кусачий, Да. Вот это мой рабочий стол. Ну, я работаю переводчиком на дому 5-6 часов, и за это время я зарабатываю где-то 1500–2000 рублей. Моя функция в семье – это, в общем-то, зарабатывать, как-то мотивировать, что-то организовывать. А Олежа больше делает все по дому. То есть он там, да, он ухаживает за домом, за мной, за сыном. Делает мне волосы, кстати. Делаю кератин, ботокс, то есть как бы... Красит. Ну, суть свободных отношений в полном доверии друг между другом. При этом, да, мы можем с кем-то встречаться, общаться, ходить на свидания. Так как Саша выполняет все функции по заработку, по сути дела, то есть весь остальная часть дома остается на мне. То есть готовка, уборка, присмотр за сыном. Это получается моя святая святых. Полки у нас тоже общие, то есть у нас нет разделения, да, на женском или мужские полки. Плюс у нас еще и размеры практически одинаковые. У нас нет такого разделения, что вот это вот женское только, а это вот мужское. Нет. Эти кроссовки, эти кеды, все подходит на ее и на мою ногу. Нам не нужно покупать кучу пар обуви отдельных для каждого члена нашей семьи. То есть достаточно одной-две пары. И это тоже как раз сокращает количество обуви, которые... Разве что нижнее белье мне... Это да, это единственная вещь. Андрей, можно скажу, насколько мама и дочка очень похожи друг на друга. Знаете, почему Лилия не получила такой агрессии со стороны матери, да, младшая сестра? Потому что Саша и мама, они одинаково заряжены силой, и они столкнулись и образовался этот смерч. Все остальные согласились с лидерством. Знаете, вот честно скажу, вот я готов стать барьером между любым человеком, абсолютно, с любыми нападками. Мне все равно, кто бы что ни говорил. Принимают нас, не принимают. Я вот лично принимаю ее такой, какой он есть. Хорошо. И да, я бы хотел сделать... Давай уже! Саша, ты выйдешь за меня, дорогая? Ура! Саша, подумай. Да. Спасибо, малыш. Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. Прекрасный выход. Только без мамы, ради бога. Хочется вам пожелать, чтобы вы стали не барьером, а мостом. Да. Мостом. Помирите, и тогда вы будете счастливы. Примите мать свою такую, как она есть. Простите ее. Саш, Пусть она тоже простит вас. Мы все этого хотим. Понимаете, я безумно счастлива, что сейчас произошло. Мне прям... Но я хотела сказать по поводу прощения, что я извинилась перед ней. Я извинилась за то, что я была неискренней в некоторых моментах. Потому что я подыгрывала вот этому образу, который она создала для меня. Я извинилась за это. И в ответ я услышала: давай подпишем договор о примирении. Она не сказала «извини». Все было на камеру. Вы вместе она не смогла. одни, без... Да, я тоже думаю, что вот любую встречу нужно сделать, конечно, без камер, без журналистов. Главная вот заповедь, да, возлюбить отца и мать. И дальше, если ты следуешь ей, то и в жизни все складывается каким-то другим невероятным образом. Поэтому... Это очень сложно, да, принять другого человека со всеми проблемами, со всеми комплексами, со всеми отклонениями, которые у нас происходят время от времени, от Луны, от возраста, от гормональных сбоев, да. Но в этом и есть проблема отцов и детей, что нужно научиться прощать. Ты мудрее, ты сделал этот шаг, у тебя на руке кольцо, рядом любимый человек, другая жизнь. Поэтому тебе это легче сделать сейчас, чем той женщине с больным мужем, понимаешь, с мамой, с Альцгеймером и с дочкой в переходном периоде. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. До свидания.